Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Public Speaking Mel Ирина. Меня зовут Ирина Суворова, и у нас очередная серия интервью с иммигрантами в Дании. Сегодня у меня в гостях очаровательный диетолог, автор книги по здоровому питанию Nordic Balance Виктория Андерсон. Виктория, здравствуй! Привет, Ирочка. Очень рада тебя видеть. Взаимно! Мы, наконец, собрались с Викторией, чтобы поговорить о том, как же Виктория пришла к идее создания своей книги, вообще к теме диетологии и как начинала она свой путь. Мой традиционный вопрос к тебе первый, Виктория, это сколько лет ты уже здесь живешь? В Данию мы приехали в 91 году, то есть это уже 31 с половиной год. Ох, ничего себе! Наверное, это рекорд на нашей программе. И как же ты переезжала? Расскажи, как это было? Сложно ли? Переезжали мы, конечно, сложно, мы эмигрировали, когда мы уезжали, это был первый путч. То есть мы ехали через Москву, в Москве стояли танки, это было очень неприятно все, но, к счастью, мы добрались до Дании и с двумя маленькими детками. Денису было тогда 7 лет, а Дашеньке 7 месяцев. Вот, ну, конечно, это все было нелегко. Мы прошли так же, как и все остальные беженцы, через лагерь. Санхольм, знаешь, такой лагерь, да. И все было прекрасно, я не знаю, может быть, потому что я была молодая, может быть, вот как-то все оно у меня так складывалось. Я все это принимала очень легко и была ко всем открыта. Я очень хорошо владела английским языком, то есть я помогала переводить из польского, из югославского языка на английский для стаффов. У меня детки были чудесные, все с ними нянчились, то есть у меня очень много было свободного времени, и я предлагала всем стаффам помощь там на кухне, где бы то ни было. В общем, и моя жизнь как-то так вот протекала. Как потом впоследствии выяснилось, что за всеми нами следили. И когда мы уже получили вид на жительство, нас передали в семью, не в семью, извиняюсь, нас передали в организацию как бы для беженцев. И к нам каждому был представлен, каждой семье, такой социальный куратор. Вот. И спустя буквально вот пару месяцев после того, как мы уже адаптировались к такой датской жизни или начали адаптацию, начали ходить в школу, я ждала места в ясельках вот, для Дашеньки, пошла в школу немного позже, чем мой муж. И когда я пришла в языковую школу, я знала два слова. Это «хай» и «ха-ха». А все остальные свободно читали. Я была в таком ужасе, замешательстве, думала, боже мой, как же так? Я самая глупая, что ли? Но потом выяснилось, что в классе было очень много арабских женщин, и они из-за того, что часто уходили в декрет, они возвращались опять же на тот же самый уровень. То есть они уже знали на память эту книжку, могли читать, могли просто вслух произносить все, что там было написано по памяти. Я начала свой язык с этих двух слов. Ну, у тебя был английский, тебе эта база помогла учить датский? Даже, знаешь, как-то у меня был хороший такой английский, который мне мешал открыть рот по-датски, так скажем. Зачем мне, типа, говорить там broken English, когда я могу хорошо сказать, что и объясниться, да, на хорошем английском. Вот, но обучение проходило очень медленно. Настолько медленно я ходила к директору, я просила, чтобы меня перевели в другой класс, но они объясняли тем, что у нас у всех разный уровень. То есть некоторые беженцы, они не умеют читать на своем родном языке. Естественно, нужно идти как-то постепенно, вот, ну, и это придет. Ну что, ну, пришлось ждать, но мне очень повезло, опять же, меня отправили на симпозиум, опять вот эта организация «Флютнинги беженцев», да, она отобрала каким-то образом меня на симпозиум, который был такой европейский, который назывался Culture in Denmark, Culture in Business in Denmark. Вот, и я была с этого острова одна, было много других ребят разных национальностей, и
Целый месяц нас возили по большим каким-то фирмам, предприятиям, знакомились с культурой датской, мы были в университетах разных. В общем, это было настолько все интересно и познавательно. Длился этот симпозиум 3 недели. Мгм. Вернулась в свою языковую школу, то они прошли вперед на 3 урока за 3 недели. Я была в тихом ужасе. Я опять пошла к директору, говорю, ну я же так не могу учить, я так никогда не выучу язык. Сделайте что-то. Но мы жили тогда в Роскеле, и я не имела права перейти в другую коммунальную школу какую-то языковую. Но, к счастью, опять же, директор этого или организатор этого симпозиума, Йенс, он мне сказал, что если мне нужна будет какая-то помощь, то обращайся. Я ему позвонила и говорю, Йенс, умоляю, напиши мне какую-то бумажку для коммуны или для этой организации помощи беженцам о том, что мне необходим язык, с тем, что ты меня потом возьмешь себе на работу. Он такое письмо написал, я его отправила, и вуаля, мне разрешили учиться в другой школе. И тут я уже сама выбирала, я выбрала школу КИС. Это школа интенсивного изучения датского языка. Мы уже об этом говорили в других видео, ссылка будет в описании. И я так понимаю, прогресс пошел быстрее, да, в этой школе? Да, все прошло просто замечательно. Эта школа, она, я ее обожаю просто, она как бы, система вот их образования, обучения построена на американской системе, которая готовила солдат на войну во Вьетнам. Вот, то есть там нон-стоп ты должен был проходить каждую ступеньку. Там начинался урок с так называемой игры пинг-понг. Если ты делал одну ошибку, тебя возвращали назад. В общем, по-моему, можно было за одну ступень там 6 ошибок сделать, и все. И когда мне вручали диплом, то директор школы спросил меня, говорит, Вика, говорит, ты кто у нас, гений или ты аутист? Я говорю, я не тот, не тот. Он говорит, ну так не может быть. У нас, говорит, буквально какие-то там единицы, которые прошли это от начала до конца, нон-стоп, ни одного вообще не было повтора. Ты одна из них. Я говорю, да я не гений и не аутист, у меня просто актерская память. И поэтому я все быстро запоминала и, конечно же, закончила это все быстро. За что я очень благодарна этой школе и с теплыми словами всегда ее вспоминаю. Да, многие рекомендуют эту школу. Там 6 месяцев ты училась, да? Ровно 6 месяцев. Мгм. Ну, это потрясающие результаты, конечно, ты просто удивительная женщина, удивительные способности. И раз мы заговорили об актерских способностях, я не задала вопрос о твоем образовании до переезда. Расскажи, пожалуйста, с каким уровнем ты приехала? Ну, образование у меня 2, это театральное, актерское и режиссер театра. То есть, когда я приехала в Данию со своими 2 образованиями, я поняла, что, естественно, в театре я здесь не могу пойти работать, потому что у меня всегда будет, какую бы школу ни закончила, какой-то акцент у меня останется. Вот, и передо мной стояла такая дилемма, куда и вообще с чего начинать свою карьеру в Дании. Вот, и я решила, что бизнес – это тоже искусство, и поступила в бизнес-колледж. Ой, супер. То есть ты по профессии напрямую не работала, но тебе актерская стезя помогла. Очень помогла моя специальность и помогает до сих пор, потому что я очень коммуникабельна, открыта, я не боюсь людей, публику. То есть для меня это все очень приятно и легко. Но в бизнес-колледж я проходила где-то полгода. Мгм. Вот. Потом мы должны были найти место практики. Я отправила, по-моему, около 200 CV в свои резюме. В общем, для того, чтобы найти это место практики, я нашла работу. И по истечении, наверное, месяца мне предложили там остаться в этой фирме. Вот. Зарплату мне предложили просто удивительную. Она была меньше, чем социальная помощь. И, Мгм. соответственно, все наши друзья просто надо мной издевались. Говорили, как ты можешь, да зачем? Это просто какое-то унижение. Но мы на семейном совете приняли решение о том, что лучше все-таки синица в руке, чем журавль в небе. И я осталась в этой фирме за копейки.
просто за копейки, но тем не менее для меня самое главное был вот этот опыт работы важен. И где-то, наверное, через 3 месяца меня уже конкурент переманил, и я уже начала получать зарплату в 3 раза больше. И это у меня был такой скачок первый. А ты кем работала, кем ты устроилась в первую организацию? Первую организацию они меня взяли как русскоговорящего, как бы менеджера, Мгм. вот, по продажам. И, соответственно, я каждый божий день училась чему-то новому, и язык у меня ну, становился все лучше и лучше. И через полгода еще меня пригласили уже в огромный концерн, который назывался Беко Кельден, и я там была уже Area Sales Manager с 5-кратной зарплатой. Это был просто фурор. Вот, меня очень любили и ценили, у меня начались командировки по всему миру. В этом концерне было 3 отделения, то есть замороженные деликатесы, потом были сухофрукты и консервация, опять же, все деликатесное. Вот, и птица замороженная, тоже, опять же, там перепела и всякое такое. Я была первая в Дании, которая сделала экспорт в Украину, в посольство, которое в одном траке было 100 наименований. О, Короче, я представляю, как это растамаживать. эта машина была поделена на 3 отсека, то есть Мгм. замороженная, потом там нельзя было птицу с сифудом комбинировать, там вот такой вот потом +5 и просто холодильник. Ну, в общем, там был цирк. Но мне это удалось, и, конечно же, я опять взлетела в карьере. Вау! Как-то. Замечательная история. Виктория, ты говорила, что бизнес стал интернациональным. Ты была торговый представитель, то есть ты и по-английски, и по-датски работала, да? Да-да, я работала и на английском, и на русском, и на датском, и на украинском, если это нужно было. То есть я могла заниматься даже и переводами каких-то этикеток, товаров, описанием и так далее. Это тоже все было. То есть и швец, и жнец, и на дуде, и грец, как обычно в продажах. Да, понимаю. А как же ты перешла от этого пути к теме диетологии? Какие были этапы на этом пути? Ну, этапов было много. Почему? Потому что после вот этого большого концерна я получила еще лучшую работу. То есть меня уже искали, меня нашли, мне предложили шикарные условия, полную свободу действий, потому что я уже себя проявила как очень хороший ну, директор. Уже тогда я стала директором, кстати. Вот. И меня, опять же, пригласили в одну фирму, где предложили часть акций. Вот, я взяла эти акции, с удовольствием работала, летала по всему миру, уже у меня была полная свобода, как я сказала, и уважение. И, конечно, здесь уже, когда ты в Америке или в Канаде, или где бы то, в Чили, это уже английский язык. Вот, все было очень интересно. И параллельно так складывалась ситуация, что я все больше понимала, что мне нужно становиться как бы на свой истинный путь, на самостоятельную работу. И мой партнер на тот момент, я ему предложила, ему Питер зовут, мы до сих пор в хороших очень отношениях, что, наверное, я все-таки буду от тебя отходить и работать напрямую. Мгм. Вот, что я и сделала. И очень многие годы я работала на себя, у меня был ревизор, соответственно, там компьютерщик и бухгалтер в тот какой-то момент был. Потом я тоже начала делать это самостоятельно. У меня появились отделения в разных странах, и как-то так все прекрасно шло. Но если ты читала мою книгу, то ты знаешь, что я в год весила 16 килограмм 300 грамм. Да, это нормальный вес для ребенка где-то, ну не знаю, пятилетнего, наверное, возраста. То есть я всю жизнь боролась с лишним весом. И вот эти вот постоянные диеты, голодовки какие-то перед командировкой куда-нибудь в Бостон на выставку или в Брюссель, или какой-либо другой конец мира, и коллектив, естественно, мужской, и мне всегда хотелось хорошо выглядеть, вот это вот во мне это актерское всегда, вот что... То есть я себя мучила.
Все, неделю на бонском супе, похудела на 5 килограмм, полетела куда-нибудь в Нью-Йорк, потом там шампанское, лобстеры, ну, работа была какая, сифуд у меня бизнес был, да, то есть все вкусно, устрицы, а как же без белого вина. Вот прилетаю домой, через 2 недели у меня +7. И вот у меня постоянно были эти качели, домой прилетела, нужно что-то вкусненькое спечь, по субботам я пекла хлеба, в общем, вот такое вот любила готовить, и постоянно был рот у меня на замке. И в один день все-таки я решила, что так жить невозможно в постоянных запретах, и я решила пойти поучиться параллельно бизнесу. Я пошла в школу диетологии, это самая большая школа в Дании, называется EdWork, и там я единственная, кстати, была, которая сама оплачивала свое образование. Вот. Дорогое было образование? Образование стоило где-то порядка 250 тысяч крон. Ой, Вот, да, потому что все остальные ученики и студенты, они были направлены от коммун, от каких-то госпиталей, да, вот где нужна диетология, а я пошла сама. Вот мне это нравилось, мне интересно было, я сдавала экзамены, я сама надстраивала это образование. Ну, в общем, море удовольствия. это год или 2 было оно? Где-то, наверное, 2,5, потому что я сама настраивала модули. Сначала это была диетология, то есть я научилась вычислять всякие формулы. Потом я поняла, что этого недостаточно. Нужно обязательно подключить психологию. И выучилась тоже на психолога с правом преподавания позитивной психологии. Потом, ну, там очень много модулей разных было. Я это все с удовольствием сдала. И потом мы заканчивали нашу школу после экзаменов с бокалом шампанского в каком-то хорошем ресторане. И вдруг мне датские девчонки говорят: Вика, боже, ты же иностранка, единственная в группе. Мы у тебя списывали, спрашивали. Как же это должно быть тяжело, что вот ты ну, не на своем родном языке. А у меня даже мысли такой не было. Мой родной язык, как так? Мне так все интересно. То есть они раньше не замечали до этого вечера с шампанским. Всё было хорошо. И с тех пор ты занимаешься диетологией, как я понимаю. Это твой основной сейчас бизнес. Ну как, я Seafood, свою фирму закрыла в 2019 году. То есть я там проработала большое количество времени, был бизнес успешным, а это было параллельно. То есть я работала как бы и в сифуде, и в диетологии. Вот. Но после того, как корона к нам пришла, я потеряла очень большой контракт на $1 950 тысяч долларов был контракт. У меня были предоплаты, но кто-то чихнул, заболел, корабль не вышел, и, в общем, рыба ушла, потому что рыба это тоже сезонная, да. Вот. И я потом отправила обратно все эти предоплаты и думаю, хорошо, что у меня есть еще одна специальность, по которой я уже хорошо, активно работала параллельно с сифудом. И ну, так пошло у меня с диетологией, нутрициологией и со всем остальным. Да, это здорово, очень впечатляет твоя история, твои результаты. Расскажи ж тогда о книге. Книга называется «Гармония счастья через осознанное питание». Мгм. Вот. Книга тоже как-то она родилась вот сама по себе. Потому что когда я получала образование диетолога, это было уже лет 12-15 тому назад, да, я всегда думала, вот как проводить, как вот работать с клиентами, потому что у меня всегда идея была, что должно быть что-то такое неповторимое, индивидуальное. И я просто-напросто задумалась над каждым днем, вот как я буду говорить с клиентом, на какую тему. Я должна была преподавать как бы урок, да, потому что у меня вот эти VIP мои курсы, они рассчитаны на 30 дней. И каждый день мне мои девочки, там мальчики, утром у них начинается с того, что там не здрасте, не привет, а цифра. И какая была цифра у них вчера, я уже вижу динамику веса, все. И обязательно я им отправляю мотивирующее какое-то письмо,
на датском или на русском, зависит от того, откуда, или на английском. И обязательно у нас такая где-то минут 20 консультация каждый день, где я их опять же мотивирую, все. И вот эти консультации, когда я их планировала, пока еще училась, я как бы писала. У меня вот была такая мысль каждый день, и постепенно у меня, все это преобразовалось в такую книгу, которая там 205 или 210 страниц. Оставишь ссылку, где купить эту книгу? Конечно, книгу можно купить у меня, я отправлю, если кто-то тут в Дании, я могу и привезти, обязательно пожелание от себя напишу, автограф оставлю. Спасибо, с удовольствием оставлю ссылку на меня. Все ссылки будут в описании и вот тут тоже. А какие у тебя планы на будущее? Планируешь ли ты еще писать книги? Как развивается твой бизнес сейчас? Бизнес развивается хорошо, слава богу. У меня очень много врачей проходят мои программы, причем врачей очень много из Лос-Анджелеса, как ни странно, Америка, Германия, то есть по всему миру, Израиль, Канада, Украины много, русские девочки тоже есть. То есть очень интернационально как-то это все передается. У меня много тоже программ записанных, многие курсы есть. То есть это я все очень и очень люблю и вкладываю душу. И у меня хорошие очень у девочек результаты. Раз в году мы обязательно встречаемся у нас в саду, мы делаем такой пати Nordic Balance. Все прекрасно. То есть планы какие? Я хочу все-таки закончить свою книгу, которую многие ждут. Это моя биография. Многие считают, что у меня интересная жизнь. И действительно, она мне очень интересна. Вот, я хочу закончить эту книгу и сдать ее, не знаю, если не в следующем, то в следующем году, опять в 24-м, да. Потом у меня уже почти готова книга рецептов и полезных рецептов, да, вот эти все на ютубе я выкладываю видео свои, где я заменяю муку на цельнозерновую или же на протеиновую, вот эти все рецепты красивые, они будут все оформлены. Потом рецепты масок для лица из натуральных продуктов, это тоже третья книга будет. В общем, это такие маленькие планы. Супер, все полезно, все мне нужно. И, друзья, если вам тоже интересно, подписывайтесь на канал Виктории, ссылка будет здесь и внизу в описании. А я в курсе, что ты также занимаешься переводами, Виктория. Расскажи, пожалуйста, об этой деятельности, как сейчас там двигается у тебя дело. Ой, да, это, конечно, вообще совершенно было все непредсказуемо, но когда война началась, то я обзвонила коммуну и сказала, что я могу переводить со многих языков, и если нужда будет, то, пожалуйста, вот мои координаты и так далее. И меня начали приглашать на переводы. Вот, всем, как ни странно, очень понравилось, как я перевожу, и некоторые коммуны именно меня просят, да, заказывают меня на переводы, какие-то профессиональные, медицинские, и я решила, ну как же так? У меня же нет образования переводчика, что же я так буду? А я же такая перфекционистка. И я сдала экстерном обществоведение, медицину, психологию и психиатрию на датском языке. И теперь вдруг в свои 57 лет я стала авторизированным переводчиком. И теперь вот я тоже, когда меня приглашают, то я занимаюсь переводами. Вот вчера закончился большой курс, который я переводила, это государственный курс. Я переводила с датского на украинскую мову, на русский язык. Вот. И мне было очень интересно, я получила море удовольствия, и я сама многому научилась с этого курса. Так что еще одна у меня стезя появилась карьерная. И это очень вдохновляет. Друзья, я надеюсь, что вы тоже вдохновились историей Виктории. Ты все время покоряешь новые и новые вершины. Я уже не знаю, чего от тебя ожидать. Приходится, что делать. Спасибо большое за то, что ты есть. 3 совета начинающим свой карьерный путь в Дании от Виктории. Ну, какие советы? Они, наверное, будут очень банально звучать. Я думаю, что нельзя заглядывать в свое прошлое, на которое ты никак не можешь повлиять. То есть очень многие, приезжающие в Данию или в другую, какую другую страну, да, в любую другую, они
говорят, что вот я же был врач, вот что я сейчас пойду там, я не знаю, медсестрой или пойду полы мыть. Или я был бухгалтером, вот как я здесь. Вот мой совет: не оглядывайтесь назад, не топчитесь в этих каких-то там своих успехах бывших, потому что они там уже остались. Вы поменяли страну, вы были врачом. Сделайте все для того, чтобы вы стали этим врачом в новой для вас стране. Верьте в себя и идите дальше. Не топчитесь на месте. Это первый совет. Или он сильно длинный? Я думаю, что это 3 совета. Одну. Оставьте прошлое, верьте в себя и идите вперед. Да, да. Спасибо, Виктория. Ты меня прямо зарядила энергией на будущие праздники. Я тебе желаю веселого Рождества заранее. Хорошо провести праздники. Друзья, я напоминаю, что вы можете заказать у Виктории книгу. Контакты все будут в описании. Можете подписаться на ее канал, чтобы добавить в себя полезные рецепты, маски в копилку и следить за своим здоровьем. Виктория, я просто счастлива, что я с тобой знакома. Спасибо тебе большое за время. До новых встреч, я надеюсь. Ирочка, спасибо большое. И еще одно пожелание от меня. У меня такой девиз по жизни: невозможное возможно. Поэтому нужно всегда верить в себя. Вы все уникальны, не бойтесь, идите вперед. Вы будете лучше для любого общества, если будете в себя верить, в свои силы. И еще, конечно же, учитесь каждый божий день чему-то новому. Растите, идите в ногу с прогрессом. Ирочка, спасибо за то, что ты меня пригласила. Была рада и счастлива побывать у тебя в гостях. И до новых встреч. Взаимно. До новых встреч, друзья.